Всем привет, меня зовут Олег. Продолжаем играть истории чего-то там. Остановились на том, что мы идем в обсерваторию. А зачем мы идем в обсерваторию? Короче, затем, что рассказать надо вот этой вот женщине, что типа ее батька там плохой. Кролик The там rebellion had предатель. started after atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He had slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. Много диалогов. Иногда устаешь слушать это все. Надоедает. Бесполезно иногда. Просто ни о чем. Типа, ой, как он прыгает по этим херовинам, как он быстро поднимается по ступенькам. Вау, он может использовать зеленый меч в этой зеленой двери. Оно такое говно, которое не всралось. Да ты слышишь, дерьмо. Да ты, блядь, уебищенная. Просто разваливаем этих, блин, собак ебаных. Как камушками не всрались, потому что у меня все есть, всего мне хватает. Кроме ХП и энергии. Интересно, закончится это все или нет? Чем-нибудь логичным. Да, вот, например, такие вот диалоги. Don't you think I'd know if my father started practicing black magic? Why? Would you join in? No. I'd destroy his books and I'd... Oh, God. Okay, you're not completely wrong. They've resurrected one of his victims. Well, look, I mean, look, it's not exactly alive, but it can talk. A true witness, she said. Кэш очевидец. Давай, женщина, поехали. Ну ладно. Потом приедешь. Я пришлю за тобой лифт. Она стоит там до сих пор. Ты поедешь туда? Ну она шмак, она сейчас взлетит, да и все. Поле ебаться. Так, создать что-нибудь, максимально. Я хер его знает. Создавать-то нечего. И нет ничего. Вот там вот как вот что это? Renato wondered what would happen if he jumped. Would he be rescued by an emergency platform? Нихуя не пойму. Блять, как, блядь? Конечно, блядь, попало нахуй. А как еще-то? Нахуй мне это, блядь, рычаг с этими стенами, блядь, по мне попадает. Хуета, блядь, бесполезно. Все, в пизду, блядь, поехали. Пока оно доедет. It's not personal, but your mother wears army boots. On her ears.
Ебать, нихуя я могу. Разобрал, блядь. Ебой. Хорош. Игра, в принципе, неплохая. Сначала было так нудно. Одно и то же делаешь. Сначала, ну, единственное, что сначала одного там узнать истину, потом второго, третьего, четвертого, да. Но когда одно и то же повторяется по 10 раз одни и те же локации. Единственная была пустыня новая, а так, ну и то и туда-сюда, туда-сюда. Хорошо, что хотя бы The персонажи observatory was a меняются. burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had taken special care to burn the reanimated witness to cinders. Zenobia stared at the carnage. He didn't want me to hear the witness, did he? I guess not. What's your plan? She asked. So, Renato explained his brilliant gambit. Sending Lapino to get the Iblastone, become super powerful and corrupted, provoke the Emperor into using the core against him, thus blowing up both of them, and hopefully the fleet too. Let me visit your council, she said, shaken. I want to help. Could he really trust her? В смысле совет? Где тайная база? План Ренадора. На секретную базу. Или, блядь. А в чем разница? Секретная или тайная база? Но он убедил. План Ренарда работал, он убедил Зеноби, что ее отец сошел с ума и должен быть остановлен, но это оказалось слишком просто. Действительно ли он убедил ее? Или она играла на нем как на скрипке? Почему сейчас колебания? Он должен сказать точное расположение секретной базы и встретиться с ней там. План Ренарда работал, он убедил Зеноби, что ее отец сошел с ума и должен быть остановлен. Но это оказалось слишком просто. Действительно ли он убедил ее, или она играла на нем как на скрипке? Он должен солгать о расположении секретной базы просто на всякий случай. А рискнем. She said she had an errand to run. So they met up sometime later in the mountains. She seemed different. It seems she'd gone and knocked Lapino out with drowsy gas and taken the Iblastone from him. Whoa, what? No, that wasn't a plan. I know. Your plan was terrible. Now where's the council? Couldn't we just go somewhere? Quiet, Talk this over? You lying son of a bitch. They're not here. Her sword was bloody. I told you the truth. Well, mostly. I'm going to kill my father now. But first, I'm going to kill you. And that is exactly what she did. He had tried something bold and paid the price for it. Ебать. Ой, бля. Да ну не, ну бля, ну хорош. Ты заебали. Ходить по одной и той же хуйне. Чё тебе надо? Ай, блядь, меня убили. Ну я ж по новой начинаю, так? Ну. Или не совсем. Что-то не въезжаю. Ну, по-моему, уже по новой. На эту локацию. Захватывай вот этих противников, броски. Нахрен это надо, если можно крючком. Если можно крючком спокойно взять щит, отобрать. The rebellion had started after atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He had slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. Не знаю, зачем собираю, может зачем-то будет нужно. Что-нибудь дадут, может.
0. Какую-нибудь новую плюшку, умение. Ебись ты, блядь. Да слышь ты, блядь, собака нахуй сдохла. Все, я разобрал, как обычно, вообще без всяких. Может, мечи просто собрать. А вот что дадут. Don't you think I'd know if my father started practicing black magic? Да ну, естественно, это я знаю. Давай, поехали дальше. Срать мне на тот сундук, там ничего нет. Одни кирпичи. Да я выбрал нижний. Я так понял, я солгал. Хотя я вроде не солгал. Или солгал. По-моему, же не. Я же ей вроде сказал точное расположение, но почему я умер? He had the materials to make a sword, and here was a crafting bench. Now, where could he make an ice cream soda? Пускай будет. Все равно девать некуда. Да, быстрее. Зеленый лучше. Опять учился. Начинает. Ебать, он так передвигается уебищно, бля. Просто херей. Правильно. Как еще получить пиздюлей? Только так. Да уйди нахуй. Никакой магии в моем городе. Ковбой. Опять кирпич. Нахуй я их открываю? There was an inscription. No spitting. А мы пока едем. Да. Пропустить можно? Нет. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had taken special care to burn the reanimated witness to cinders. Zenobia stared at the carnage. He didn't want me to hear the witness, did he? I guess not. What's your plan? She asked. So, Renato explained his brilliant gambit. Sending Lapino to get the Ibla Stone, become super powerful and corrupted, provoke the Emperor into using the core against him, thus blowing up both of them, and hopefully the fleet too. Let me visit your council, she said, shaken. I want to help.
Could he Ну, really trust her? ну это и он должен солгать вот себя просто на секс. А какая разница-то, блядь? И He'd done it. He'd made Zenobia see how evil her father really was. He wished she didn't feel this urge to join in the rebellion. After all, he'd taken care of the Emperor, right? Yeah, but she'd always been conscientious like that. She told him she had to go somewhere first. So Renato gave her the location of the secret base, and they agreed to meet in the ruins. He had a very good feeling about this. What had Zenobia been off to do? What was more important than meeting the rebel council? Had he made a mistake, sending her to the ruins? No. He knew they could trust each other. He could trust her because she never broke her word. And she could trust him because she could see right through him. Well, she'd probably be there well before him. She at least didn't have to fight her way through rainstorms of ravens. возможно. Think of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Да ты заебал, ты, блядь, можешь заткнуться нахуй, когда я хочу сказать. Это что сейчас? А, это камень. А, вот когда он солгал, он типа как также типа она сказала, мы встретимся чуть позже, поэтому она пошла за вот этим камнем, короче, зарубила кролика на лапке, короче, пустила. И пришла уже злая вся. А в этот раз я не думаю, что так будет. Алтарь 0. И сюда можно, и туда можно. Ну это, я так понял, основной проход. Хуй с ним. Renato had always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop, but it would do. Да, и так сойдет. Хули нет. Да ебать тут проходов. Куда идти-то? И туда, и сюда, и там, и тут. Ну здесь сейчас кто-нибудь появится, да? Это логично. Откуда ему бы тут взяться? Это же, блядь, лагерь повстанцев. Слышите вы, уебище? As he came around the bend, there was Lupino, unconscious on the side of the path, and Renato could smell a familiar, sweet, smoky scent. Who? Zenobia. It had to be. She never used a combat spell when she could use drowsy gas. That meant she had the Iblis stone. What would it do to her? She hated her father now. She'd kill him for sure. The council wouldn't mind if she killed the Emperor, but murdering her father would destroy her. Oh, he had to get to whatever ledge she was on and talk her down from it. As for the gate, well, he could take her or leave her. Sorry. It's best I could do. А, ебать, это ж на время. Пока читал. Да ну иди. Блин, это такой тупой. Хуй знает. Как быстрее пойдем так. Заебись. Это... The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Лестница, как из этого. Из «Принца Персии». Warrior Within. И капли из глаза вот Within. He needed some way to break the ice with this wall, so to speak.
Да вы заебались все нахуй, ебало вам сломаю сейчас, блядь. It was all coming back to him. He wondered what he'd remember next. Можно логический, как бы, конец. Там же были в книжке, типа, этот ключ, этот ключ, это ключ. Это значит, типа, что это открывает конечное. Дальше ты ничего не открывало. Тут уже наугад получается. Everyone in the council chamber was dead. Zenobia stood shivering in the courtyard, drenched in blood. Why? He managed. They started arguing with me. I lost my temper and I wanted their blood. Not me. The stone did. Why did you take it from Lupino? I had a plan. You had a stupid plan, she said. I'm going to go kill my father now. No, you can't. You'll just take his place. You'll become worse than him. Get out of my way, or I'll kill you too. И для нее, вероятно, придет смертельного исхода, так что лучше просто позволить ей уйти, посмотреть, как все слышится. Попытка остановить ее, вероятно, приведет к смертельному исходу, но чувство, которое она испытывает к нему, что-то ведь значит, верно? Он должен... You won't kill me, he said. And I won't let you kill the Emperor. Enraged, she raised the sword. You hate him too? He could sense the Iblis stone, yearning for his death. But she didn't strike. If you kill him, he'll destroy you. I know you. Shut up! She shouted, her sword trembling. I won't lose you again. Not for anything. Get away from me, he said, and he was very close. I can't lose you again. And he was in reach of her sword now. I hate him! I hate you too! I love you, he said for the very first time. And then she was weeping. He was holding her. The sword had dropped from her hand. He glanced at the Iblis stone. It was no longer the black of the void. It looked like coal. No. It glowed, like a cinder. It was crackling, burning, crumbling into ashes. You've always loved me, haven't you? She said. She was weak. The stone had taken so much from her. Always, he said. She staggered as he helped her up. Let me take you away. Where? The island of Avalon. The sisters will heal you. He will follow us. Then we need the Farfarer, the fastest ship in the Empire. Ой, бать. Конечно, давайте по новой. The Empire had seized his ship. They'd have to take it back. Не, это продолжаем дальше. А я думал, бля. Я думал по новой. Ну, видимо, нет. Опять сейчас вот эти воры. Заебали. Можно как-то быстрее сократить этот отрезок, обрывок. Давай сюда. Угу. Взять выносливость. Ну, в принципе, энергии мне насрать. That could be useful. Ни то, ни другое не надо.
Zenobia was in no shape to fight. But he never fought so well. He wasn't fighting for money or loot or a cause. He was fighting for her. For them. His sword danced, his feet flew, and the ravens recoiled from his ferocity. I pick you! Я не пойму, правда, что он дает этот меч. Что от него толку, блядь? Типа, ну, бьет огнем, как бы, ну, не так, чтобы... Ебать, разрывает очки там, блядь. Imagine getting a horse Очки. up in one of these Много things. очков. He will be Очки. cursing a blue streak. Либо он ваншотит просто таких мобов, либо что-то. Правильно. And there it was, his beautiful skycraft, the Farfarer. They would fare very far indeed, beyond the Empire, beyond the reach of the Empire, to the mystical island of Avalon. He didn't know exactly where it was, but he knew he could find it. And they would find peace there. Second star on the right, and straight on till morning, laughed Zenobia. And they laughed together for the first time in a long time. И чё? Я понял. А вдруг что плотное? Ну вот, энергия, да? Классно. Все, не успела, блядь. Кто не успел, тот опоздал. Oh, now you smell even worse. Да ну хорош. То есть, когда красный хп, их можно ваншотить. Независимо сколько хп. Это хорошо, это хорошо. Как-то не придавал значения. А тут уже нельзя пройти. Это же логически другой конец получается. Но я не помню, как туда я мог пройти. Можно же было, а сейчас нельзя. Странно. Да слышь, блядь, ты, ебанько.
Да вы душные такие. Какие вы душные. But it did not go unnoticed. Scout ships lifted off, and the long lance of the Imperial flagship. Renato turned downwind to gain speed. The Raven ships could pursue, but they couldn't close. The far speaker croaked, "Return her and live!" "Go sacrifice yourself," yelled Renato. "Then you won't have her either." On the flagship, the Emperor was readying some arcane weapon. It couldn't be. It was the core. A devastating beam lanced out of the flagship. Renato zigzagged wildly to keep the Farfair out of it. Now the Raven scout ships were closing the distance, and the beam was getting closer too. Then came a blinding flash, and the air was searingly hot all around him. There was a thunderous, deafening roar. He could smell burnt oak and burnt feathers and burnt flesh. But when he could hear and see again, they were alive and unhurt. And they were alone in the sky. Zenobia embraced him. They had done it. Through luck and through love, they had won the war. "Avalon, here we come," he said as he held her arms wide in the prow of the boat and let her feel its speed. "Maybe the real Avalon is wherever we're together," she said. And so, after a bit of an argument, Renato and Zenobia went to one of the two Avalons. The one shrouded in mists, or the one in their hearts. But which one they went to, I'll never tell. He'd done it. He'd forged his own destiny. Well, he hadn't actually done it. But he knew what he would do. Renato smiled at the book. He practically wanted to kiss it. The kid's sacrifice hadn't been in vain. He'd saved the book and saved the world. Renato owed him and his mother so much. Renato lowered the mainsail and let the Farfarer shoot forward in the breeze. Second star to the right, and straight on till morning. This time, he would win. А очень коротенькая оказалась. Я думал, будет как-то побольше. Хотя, в принципе, там можно же открыть какие-то еще. Ну, это ж мало, там вон видно было в истории, что есть какие-то еще сюжетные линии. Но как до них-то добраться, ну, это не особо важно, не особо интересно, сама суть. Что еще можно сказать? Ну, сюжет ничего, но в принципе даже неплохой. Много историй. Правда, вот эти диалоги бесполезные. Что он там вазу сломал, что там куча вот этих, блядь, ящиков. Херня. Ну зачем это вообще? Мне интересно. Я сижу и слушаю просто, как они базарят, как этот базарит на фоне без конца, и все. Как бы история, да, но лишнее-то зачем? Игрушка, по-моему, старая. Ну, все ничего. Ну, если так пройти от начала и просто узнать компанию, то она коротенькая довольно-таки. Сколько она там занимает? Ну, за день, я думаю, можно, в принципе, ее пройти. Если прям сесть с утра до вечера, то можно пройти легко. Даже можно быстрее, наверное, если просто скипывать все диалоги, всю эту фигню, бежать на пролом, не ходить, ничего не собирать, а бежать там с одним мечом. Тогда да. Тогда можно еще быстрее пройти. Ну что, дальше что? Это все, что в конце титров? Будет еще что-нибудь? Я
Или нет? Ну, я так понял, это конец титров. Я думал, придется скипать или ждать минут 40, как это обычно. Но, видимо, нет. Награден камень и блесы небрез всегда активны. Это как понимать? Ну вот историю посмотреть. Что происходит? Ты мне историю покажи. Ну это я знаю. О, забагалась, видимо. Путь героя завершен. Та-та-та. Что ты за герой? Герой, который всегда и хороший в прогнившем друге. Герой, который просто переступил свои пределы, чтобы стать... Это что? Герой успеет рискнуть пространство, времени, вселенной и всем остальным, если шансы высоки. Ну, камень, иблисы и что-то там еще. Это понятно. Типа, а дальше-то что? The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Bernardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Ну, это ж как бы... Все то же самое. О, да. Renato finally realized that Lapino was a traitor to the cause, and maybe Renato could use that somehow. Но тут еще должен быть третий вариант, но третьего нет. Lapino. Apparently the... Да, это видели уже. В чем тут прикол? Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd он типа всегда... But wait. Да хорош. Типа он всегда активный, а ну, смысл? Что он делает-то? Суть-то его. Типа врагов бьет, что ли? Ну, камень Иблиса и этот активный всегда, а толку от него. Oh, hey. Ну давай. Red spots on your feathers. Ну да. Not yet. Еба, нихуя. People were frightened these days.
Да, все, отъебись. Ну, понятно, интересно, конечно, может быть дальше, но в принципе сюжет-то пройдет. Ну и давайте на этом закончим.